Здравствуйте, друзья! Тема, на которую мы сегодня будем говорить, она самая простая и отсюда и самая важная, потому что с этого начинается, в принципе, все понимание изображения светотеневых структур в листе. Начнем вот с чего. Так как человеческое тело, по сути своей, состоит из сферических объемов, из шара, то нужно понимать, как свет распределяется на этом шаре. И поэтому сделаем такую простую выкладку, которую делают, в принципе, все, когда рисуют форму. Так как источник света, который бьет в шар, и свет, который ударяется в эту поверхность, отскакивает в наш глаз, дает нам самое белое место. Это место называется блик. Да, вот это самое светлое место. Блик по природе своей никогда не бывает белым, потому что он тоже оттеночный, это знают все живописцы, но мы будем считать, что это будет самое белое место, так как мы графики, нам все равно. Вот. Что мы делаем дальше? Как только поверхность шара меняет свою отражаемость, если так угодно, вот, то источник света, который бьет в эту поверхность, отскочит уже не так точно наш глаз, и количество пучков будет другое, и поэтому блик дальше превращается в более темную поверхность, которая будет называться полутон. Это следующая поверхность, она становится темнее, чем блик. Соответственно, мы, используя сферичность поверхности, можем заштриховывать ее под каким угодно направлением. Либо так, либо так, либо так. Выберите то направление, которое вам нравится, и погасите эту поверхность, чтобы она стала темнее, чем блик, который находится здесь. Следующая поверхность, которая уходит за полутоном, это будет тон. То есть поверхность погаснет и станет еще плотнее. Тоже можете выбрать направление штриха и погасить этот край таким образом, чтобы эта поверхность стала темнее, чем следующая. Это, конечно, очень грубое распределение, но это обязательно нужно знать для того, чтобы уметь гасить свет по отношению к самому яркому источнику. То есть эта грубая градация, она гораздо плавнее и она очень многообразна. Как только тон заканчивается, вы упираетесь в линию, в которую источник света не попадает, и он проскакивает мимо нее, и даже когда свет ударился в поверхность, отразился обратно, он тоже проскакивает мимо нее. Вот. При таком положении эта линия получила название, или это место, где свет не попадает, получило название собственная тень, или край собственной тени, если правильнее говорить, да, край собственной тени. Это будет самое темное место на поверхности предмета, который мы рисуем. Здесь самая темная точка. Соответственно, удаляясь от нас, этот край собственной тени будет чуть-чуть светлее, приближаясь к нам, будет самым темным. В результате мы получили переход от световой плоскости в теневую плоскость. Что же происходит с теневой плоскостью? Вся теневая плоскость будет изначально темнее, чем весь свет. Что бы мы ни делали, даже самое светлое место в районе теневой части всегда будет темнее, чем любое темное место в световой части. Это закон. Поэтому, когда вы подбираете сюда тон, подбираете эту часть и наштриховываете, следите за тем, чтобы вот эта поверхность всегда была темнее, чем та теневая часть, которая находится здесь. Край собственной тени отделил эту поверхность, и дальше возникает система рефлекса. Как только свет ударился в какую-нибудь поверхность и отразился, и отошел наш глаз, то мы получили снова свет на этой поверхности. И это дает нам возможность увидеть, в зависимости от того, насколько поверхность отражается, вот, если это глухой темный цвет, то, конечно, отражение будет слабое. Но если это белая или бликующая какая-то поверхность, она будет иметь другую структуру. Соответственно, здесь у нас тоже есть распределение тона. Чем ближе к нам поверхность, тем она по-разному тоже будет отражать поверхность, потому что у нее есть боковые структуры изменения вот такого света, то есть она еще и так идет. И дальше у нас появляется падающая тень. Падающая тень, вот эта вот структура, которая легла от этого предмета, обычно соответствует источнику света, который его бьет, поэтому при таком источнике света, наверное, падающая тень должна быть вот такой длинной. Если источников света несколько, соответственно, они будут по-разному эту тень раскрашивать, как, собственно говоря, и мешать нам видеть абсолютное главенство одной точки край собственной тени. То есть она будет тоже меняться, если будет несколько источников света. Но рефлекс обычно всегда светлее, чем падающая тень. Падающая тень тоже сокрыта от источника света, и поэтому тоже будет темной. Здесь есть несколько споров, и несколько что кто-то утверждает, что падающая тень темнее, чем собственная. Кто-то говорит наоборот, что собственная тень темнее. Вопрос всегда ставит или решается очень легко, если вы взяли один и тот же материал, то есть шарик гипсовый стоит на кубике гипсовом,
то вот тут, в этой ситуации, скорее всего, собственная тень будет светлее или темнее в зависимости от количества приходящих источников света, которые осветляет. Но если этих отраженных поверхностей будет немного, то, скорее всего, собственная тень победит падающую. Но если отражающих поверхностей будет больше, то собственная тень станет чуть-чуть светлее, чем падающая, потому что на нее будет меньше отраженных оттенков попадать. Если же это разные материалы, то, соответственно, тут придется следить за материалом. Но в большинстве случаев происходит именно так. Если вы рисуете с фоном, вот здесь, то следите за тем, чтобы возникал рефлекс или, скажем так, эффект рефлекса на поверхности световой. Что это такое? Для того, чтобы показать правильную глубину к поверхности белой или поверхности темной, то вот тут, не доходя до края силуэта, если вы создаете легкую штриховку вот здесь, то эта поверхность даже в свету будет казаться поворачивающейся, потому что здесь есть оттенки, отражающиеся других объемов. Поэтому здесь, если вы подсоздадите небольшой вот такой поворот с легким ощущением рефлекса, светового рефлекса, тоже возникает дополнительный объем. Это такой графический прием, позволяющий вам показывать эти отражающиеся поверхности. Это то, что касается света на круглой поверхности. Теперь то, что касается поверхности на кубической части или на плоскости, да, которая идет здесь. Что происходит с кубиком в данном случае? Так как эта точка, вот эта точка, находится ближе, если свет ложится сверху, это будет белая, это будет, соответственно, серая поверхность, то есть мы увидим изменение этого тона по отношению к этой части. Лучше всегда прямую поверхность заштриховывать прямым штрихом, не скруглять, а то будет возникать ощущение вмятины или выпуклости. Вот. И, соответственно, когда вы заштриховываете эту поверхность, третью, она тоже будет самой темной по отношению к этой, и поэтому у нас всегда есть 3 тона. Да? Грубо кубик всегда рисуется в 3 тона. Белый, серый и темный. Соответственно, это будет свет, это будет тон, а это будет тень. Да? Если источник света ее таким образом закрыл, и отсюда пошла падающая тень. Так вот, что получается? Даже длинная белая поверхность по-разному отражает свет и по-разному ее воспринимает, поэтому получится так. В том месте, где будет светлое пятно, серое пятно, эта точка будет максимально темной, потому что дает тот же самый край собственной тени, здесь и здесь. И отсюда мы потянем тон с постепенной потерей этой интенсивности, и чем дальше мы будем уходить, тем светлее будет становиться этот край. И падающая тень, которая находится здесь и здесь, очень благородно выявит это свечение и создаст эффект глубины через это пространство. То же самое будет происходить и с этими плоскостями здесь. Если вы поставили каким-то образом эту поверхность и поставили этот тон, то здесь не будет сохраняться одинаковое свечение, и если эта поверхность уходит, то ее нужно тоже будет чуть пригасить. Если эта поверхность уходит в световой стол, то, соответственно, вы набираете тон таким образом, чтобы показать, насколько она меняет. И здесь тоже не будет монотонной работы, вы все время будете чувствовать, как меняется пульсация. Если вам нужно выдавить или, скажем, показать глубину или пространство через этот край, набирайте больше сюда тон. Хотите показать, что здесь больше рефлекса, подтаскивайте сюда тон, если эта поверхность светлее. То есть меняйте пульсацию, не красьте всю поверхность одинаковым тоном на всем протяжении. И есть несколько вопросов, которые обычно всегда задают, в какое направление ставить штрих. По сути своей, штрих не имеет значения, в том и другом случае вы можете просто ретушью затирать эти части, вы добьетесь эффекта без штриховки. Но если у вас карандаш, которым вы штрихуете, то есть несколько подсказок. Если вы набираете штрих по направлению поверхности, то это хорошо, потому что дает глубину. Если вы выбираете поверхность уходящую, то чаще выбираете направление, которое уводит вас в глубину, то есть создает перспективу. Не вот такую, а вот такую. Она добавит форму. Соответственно, здесь то же самое. Но если вам это надоело и кажется скучным, то вы можете это направление чуть-чуть усиливать. То есть, если бы перспектива была активнее, то штриховка была бы вот так наклонена, и поэтому поставленный штрих вот так усилит эффект перспективы, хотя перспектива была та же самая. И здесь то же самое. Если вот так добавить такой штриховки, то вы получите увеличение пространства или увеличение объема. Здесь же, в данном случае,
тоже можно штриховать в виде эллипсов, что тоже достаточно интересно, но можно штриховать и в виде прямых линий, меняя просто тон. Тут все зависит от того, как вы его чувствуете. То есть тоже использовать. Но в любом случае штриховка по форме, которая создает эллипс, быстрее передаст эффект объема, и вы потратите меньше сил, но получите больше результата, если штриховка будет по форме. Поэтому, если вы на какой-то поверхности использовали полукруглую штриховку, создастся эффект, что это выемка. Если же поверхность, которую вы штрихуете, прямая, и вы используете прямой штрих, то, соответственно, поверхность тоже будет прямой. То есть от наклона штриха будет зависеть от того, насколько пульсирует поверхность. Из-за этого, например, при рисовании складок имеет огромное значение вот этот путь сечения складки, который вы ставите. Да? И поэтому штрих, который вы ставите, тоже будет повторять это же движение складки здесь и здесь, так как это тот же предмет, либо круг, либо цилиндр, либо квадрат. Они используют ту же методику поперечного штриха с небольшим заваливанием штриха сюда, чтобы усилить эффект удаляющейся штриховки, или наоборот специально используете максимально прямую штриховку, чтобы показать, насколько она соответствует плоскости, которая лежит здесь. Вот такой простой метод. Надеюсь, он будет вам полезен. Спасибо, друзья.